Всем привет! Вот-вот уже наступит Новый год, и в честь этого я подготовил для вас видео по теме «Вопрос и ответ», где вы сможете узнать побольше про меня и про мой канал. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. И да, на вопросы я буду все отвечать, но если какие-то будут повторяться, то я просто их пропущу и все. Так что не волнуйтесь, если я на какое-то не ответил. И давайте я включу, что ли, геймплей ФНФ, а то я не думаю, что вы захотите смотреть на этот квадрат. В какие игры ты любишь играть, кроме FNF? Я особо стараюсь не задротить, так как надо уделять больше времени своему каналу. Но могу в Майнкрафт поиграть чуть-чуть, либо же в клон дроны. Надеюсь, вы слышали такую игру. Ты кем-то вдохновлялся? Ну точно не игровым холодильником. Ладно, если без шуток, то каналом Neo Studios. Я еще его упоминал в импостерах. Просто я смотрел видео и, блин, вроде бы легко оценивать песни из модов. Но кто ж знал, что я захочу большего и больше контента делать. В общем, вот Neo Studios мне дал старт, а чтобы делать не все о моде, игровой холодильник. Ну да, еще некоторые личности из Osh комьюнити тоже вдохновили меня. Сколько тебе лет? Я вообще никак не хотел утаивать, какой у меня возраст. Я еще в первом видео делал намек на то, что мне скоро в армию, а значит, получается, мне 17. Да, то есть мне 17, 17-летний подросток делает видео про ФНФ и Osh. Это нормально. Планируешь делать шортс? Планировал, но что-то желанием особо я не загораюсь пока что. Планируешь делать видео не про большие моды? Что-то на уме есть, какие-то моды маленькие, но пока что нет. Где монтируешь? О, как мне это стыдно говорить. Мамовика видео. А, боже. Я еще был тогда тупым, я вообще не разбирался, где монтировать, как монтировать. Я гуглил какие-то программы, в общем, мне выдалось это. Мамовика тупая. Да, как раз там подписка была по скидке, я ее и купил. Да, я идиот. Ну, буду знать то, что Adobe Premiere Pro можно спиратить. Но я пока что не буду этого делать, потому что у меня не ноутбук, а кусок железа. Можно ли помогать с видео? Да, наверное, нет. Ну, то есть у меня у самого все нормально получается. Конечно, в идеале мне бы художника какого-то бы взять, который будет у меня работать в подвале за спасибо. Но я не думаю, что такие люди найдутся. Планируешь ли ты делать видео не только про моды ФНФ и оценки песен? Есть ли какие-то планы на будущее? Ну, я уже начал делать видео про Osh и все, Osh и ФНФ. То есть планы на будущее вот такие у меня. Какой твой мод ФНФ самый любимый? Конечно же, BFDI 26. Какой мод ты встретил первым при входе в комьюнити ФНФ? Чем он тебе запомнился? Или же чем он тебе противен? Уйти, мой первый мод, с которым я познакомился вообще. Чем он мне запомнился, так это, конечно же, песня Ballistics. Сложная песня была для того времени. Прикольный мод, даже сейчас он смотрится очень даже хорошо. Почему ты решил начать делать видео с ФНФ, а не с какой-либо другой игрой? Я люблю ФНФ. Планируешь делать коллабы? Это довольно хороший вопрос. Вообще я хочу со всеми делать коллабы, которые, скажем так, популярнее меня, но кто согласится? Если в FNF фандоме все достаточно ужасно, я имею в виду в RU фандоме, что даже игровой холодильник уже вот-вот покинет его, то с Osh довольно все хорошо. Если брать Osh, то я со всеми хочу сделать коллабы. Они все классные, эти ютуберы. Мне они нравятся. Но больше всех, те, которые я смотрю, хотелось бы, но кто согласится-то? Это именно Магнет, я надеюсь, правильно тебя прочитал, T-Head, Мерфи и Фриджиарт. Вот эти четыре ютубера мне больше всех нравятся. Конечно, бесспорно и другие хороши, но этих четырех я смотрю. Ну а так я, наверное, с многими, с кем готов буду сделать коллабу. Ладно, это так, просто летание в облаках.
Если бы Инди Кросс вышел в 2025 году, то ты бы его бы считал нормальным или же плохим? Скорее всего, я бы его бы считал бы средним. Сколько хочешь подписчиков до конца этого года и чем я могу помочь с этим? Сколько хочу подписчиков? Ну, наверное, 400 добить, если, конечно, они не добиты. А чем ты можешь помочь? Я не знаю, рассказать друзьям про мой канал. Какие есть у тебя соцсети? Если ты имеешь в виду помимо Ютуба, то Телеграм и все. Да и вообще я его особо не продвигаю. Просто в этом канале вы просто можете со мной пообщаться. Мне его лень как-то, скажем так, что-то постить, например, и все такое. Я его создал чисто ради интереса, но понял то, что это была ошибкой. Ну, зато вы со мной можете пообщаться, если что. Как ты познакомился с Friday Night Funkin'? О, да. Я это, конечно, смутно помню, но все-таки в классе был у меня такой одноклассник, который, ну, прям задрот, можно так выразиться, задрот, который шарит в этом всяком кодинге, либо что там, как это называется, без понятия. В общем, он сделал шуточный мод и выложил в нашу школьную группу разговорную. И вот так я познакомился с этой игрой. Я сначала думал, что это за игра, и пока не увидел ее на ютубе, конечно. А вот уже на ютубе я познакомился уже и с Вити. Будут обзоры на моды с лирикой. Какие-то будут, да, хит-сингл обязательно будет. А вот про все песни я могу сделать лишь только почему они стали популярными, либо что-то типа того. В общем, какие-то идеи есть для лирик песен, но реализовывать как-то не очень хочу. Будут ролики по другим играм. Может быть, когда-то будут, может быть, какая-то игра новая, мне понравится, либо что-то типа того. Пока нет, на данный момент нет. Будет редизайн стиля объекта. Знаете, мне эта кривизна даже нравится чем-то. Да и вообще, вы когда-нибудь видели настолько нейтральный, скажем так, маскот? Вот я нет, и мне он нравится. Я не буду менять, я не буду ничего в нем менять. Только дополнять разные эмоции и все. Конечно, если мой ноутбук не накроется и я не успею перекачать все файлы. Как ты создал свой канал? Если ты имеешь в виду, почему я его создал, то я отвечу тебе. Первое — это Neo Studios, как я уже говорил ранее. Второе — Object Show, потому что его в России вообще мало кто слышит про него. Ну и третье — это, конечно же, недооцененность мода BFDI 26. Вот из-за BFDI 26 это, наверное, стало главной причиной, почему я создал этот канал. Какие твои любимые моды? Я уже отвечал, BFDI 26, но дополню еще двумя. Это Mario Madness, естественно, и, скорее всего, импостеры. Импостеры и Mario Madness. Что любишь делать в свободное время? Если не брать в счет работу над видео, то видеоигры и все. Когда наконец-то тирлист всех песен с Friday Night Dancing? О, я знаю, ты уже долго этого ждешь, но... Дастин будет. Дастин по-любому будет. Я уже над ним работаю, но придется еще долго ждать, поскольку энтузиазм весь мой был убит после видео про BFDI 26. Я очень разочарован всеми вами. Ладно, это шутка. Ну, он точно будет, но не скоро. Дайте мне там время. Думаешь ли, что можно делать релиз из разных мелких модов в плане количества треков, там Sky или Silly? Если ты имеешь в виду, что собрать много-много таких мелких модов по типу выйти, то, блин, мне не нравится эта идея. Я не хочу с этим заморачиваться, да и тем более у старых модов песни не очень, поэтому я как-то не очень отношусь к этой идее. Какая лучше версия versus Imposter? Версия 4 или же Updog? Первая неделя. Если так говорить, то визуально Updog, конечно, выиграет. А вот что, скажем, по OST, Susus Mogus я дам, скорее всего, приоритет версии 4. Саботаж, наверное, Updog и Meltdown версия 4. Вот так скажу. С какого года ты играешь в FNF?
Как я уже говорил, в 21 году я начал просто смотреть ФНФ, а вот когда я начал играть, не помню, что ли, в 23-м, я не очень помню, вроде 23-м либо 22-м. Ты играл когда-нибудь в Geometry Dash? Да, я играл в Geometry Dash, и я не люблю хвастаться, хотя нет, я люблю хвастаться. Я прошел клабстеп на 3 монетки. Какие игры любишь? Я люблю очень много игр, в которые я играл, которые я смотрел очень много. Тоже FNF, либо же ведь там, например, Minecraft, либо Half-Life 2, 1. Может быть, когда-то будет и 3. В общем, много игр люблю, и я не думаю, что вы хотите слышать прям мой весь список. Если ПК, пока, к сожалению, нету. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, дата регистрации паспорта, место регистрации, регион, город, район, место проживания, фактическое место проживания, СНИЛС, фамилия, имя, отчество родителей. Давайте сделаем вид, как будто я очень смешно пошутил, и вы прям с этого посмеялись, потому что я не умею шутить. Какие моды ты считаешь прям недооцененными, не учитывая BFDI 26? Если не учитывая этот мод, то я только могу сказать Imposter Alternated версия 2. И все. То есть, по моему мнению, каждый мод достоин своей славы, кроме BFDI 26 и Imposter Alternated версия 2. Они достойны большего, намного большего, особенно BFDI. Над каким видео пока что трудишься? Как я уже говорил, над Дастином и, может быть, над каким-то видео по тематике ОШ. Может быть, я даже озвучку какого-то сделаю, какого-либо сериала. Хотя я не уверен, что вам она понравится. Играл в Bioshock. Я слышал про эту игру, но не играл. Какие легендарные флеш-игры ты знаешь? О боже. Вот этот вопрос, наверное, один из моих любимых будет. Я много флеш-игр знаю. Я помню, как я в них играл. Да, это было супер. Мне они нравились. По-любому стоит выделить мою любимую флеш-игру вообще во всем в интернете. Это Strike Kitties, как-то так они называются. Все 4 части я в них все играл. О, как же это круто. Конечно, еще можно вспомнить «Машина есть машину». Это тоже очень крутая игра. 2 и 3 часть, я имею в виду. Также еще я могу выделить Зомбатрон, тоже неплохая. В общем, много игр, которые могу я долго перечислять, но видео не хочется затягивать. Смотрел Madness Combat? Да, я смотрел, я посмотрел все серии. Узнал, кстати, я про него от Вондернопа. Точнее, про сериал. Сам-то, вот, первое упоминание про Madness Combat в моей жизни, это была флеш-игра. Надеюсь, я смогу отыскать какие-нибудь кадры геймплея. Смотрел ролик тирлист лирик модов, Among Us модов и Sonic модов от ютубера Snack Guy. Про Соника нет, я не смотрел, а вот оставшиеся 2, да, я смотрел. И что сказать, с лирик модами мне довольно понравилось, да. Но видео про Among Us моды, я, если честно, включил его лишь ради Rhythmic Revolution, и все. И если вот без шуток говорить, я считаю Rhythmic Revolution одним из лучших модов, без шуток. И что сказать, как вы поняли, он его низко оценил, и в тот момент я был разочарован, но все-таки я обиды на него не держу, потому что он любит инди-кросс, так же как и я имею в виду про сериал, поэтому, да, смотрел 2 из 3, и довольно хорошие получились у него видео. Какие моды планируешь в будущем? ТБС, Cartoon Cat, Wednesday Infidelity, может быть Garfield. Под вопросом Урплга это точно будет, и вроде бы все остальные под вопросом. Какой твой самый нелюбимый мод? Этот вопрос достаточно сложный был для меня, я над ним долго думал, но все-таки решил, что Sonic XZ, да, Sonic XZ мой нелюбимый мод, я его ненавижу, особенно 3-ю версию. Они испортили даже самую лучшую песню, самую нормальную песню в этом моде, а это именно Triple Trouble. Это просто такой позор, если честно.
Наравне еще я бы мог бы сказать Инди Кросс, хотя мне не за что его, скажем так, презирать. Просто долгое ожидание и все такое, так что нет, все-таки да, Sonic XZ. Sonic XZ я ненавижу. Какое любимое Ош? Любимая Ош это BFDI, но я все-таки считаю, что самая лучшая Ош это Ван. Любимая еда. Если честно, это самый сложный вопрос в этом ролике. Почему? Вообще я не думаю, что какой-либо ютубер сможет на этот вопрос ответить. Из-за того, что какая именно еда, он наверняка много чего не попробовал в своей жизни. Если рассуждать как то, что ты ешь чаще всего, то это будет, скорее всего, неправильно. Но ближе к этому, скорее всего, то, что самое вкусное ты ел. А ел я бургер из КФС, именно Double Chicken. Мне он очень зашел, хотя он и дорогой достаточно. А так, блин, я не знаю. Ты знаешь игру FNF? Если да, то какие недели проходил? Да, я знаю эту игру. Она, кстати, очень крутая. Всем советую в нее сыграть, если не сыграли. Так, проходил все недели. Ты хочешь разобрать FNF хоррор моды? Я их уже разбираю. Ну, я Марио Мэнос разобрал. BFDI точно частично является, скажем так, хоррором. Если ты имеешь в виду там Соника, либо что-то типа того, то Соник я уже говорил, то, что не будет. Но про другие, может быть, какие-то, да, будут. Тоже, например, Cartoon Cat. Планируешь переходить на Ош? Либо будет видео и про Ош, и про FNF. Да, будут видео про Ош и FNF. Будут ли видео про миксы? Значит, миксы, да? Spookyx микс я обещал вам, то, что я сделаю это видео только когда наберется под видео про BFDI 26 50 тысяч просмотров. Их нет, поэтому и Spookyx миксов не будет, так же как и 5 рублей и Corruption мод. И если говорить про остальные миксы, то нет, их не будет, я их не люблю просто. Будут ли стримы? Так, стримы, да, до армии точно не будет, во время армии по-любому не будет, и после армии, да, может быть, я и сделаю. Это будет, значит, скорее всего, это будет аж в 27-м году. В 27-м году, летом, я хочу сделать стрим, так скажем, поприветствую вас всех спустя год. Как я познакомился с Ош? О, я очень плохо помню этот момент. Первая версия была такая. В общем, я заинтересовался Марио Мэносом и захотел посмотреть с русификатором. И попался мне вот этот вот чувак, надеюсь, я найду его видео. И на его обоих стоял BFDI. Я сначала не придал этому особого значению, думал, ну прикольная картинка и все. Это была первая версия, а вот вторая... Я, значит, так, смотрел одного чела на ютубе, тоже я постараюсь найти его канал. Он снял видео про НМТ, но похоже он его либо удалил, либо скрыл. Поэтому я не могу вам его показать. Ну, точно это он был, потому что он снимал еще про FNAF с кратким. В общем, неважно. То ли либо же ведь он, либо же ведь именно обои с рабочего стола. Ну а так именно, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно я уже попал в этот фандом. Это когда я увидел то, что в рекомендациях мне выпало, показали 8-ю серию НМТ, и я такой, ладно, давайте сюда посмотрим, что представляет из себя этот ваш НМТ. Вот так как-то я, в общем, познакомился. Какое было первое Ош, которое ты посмотрел? Как я уже сказал, НМТ, и причем я его залпом посмотрел, и я от него был в восторге. Ну, как вы поняли, со временем он мне разонравился просто. Какой первый мод ты прошел по FNF? О, я точно не помню, но это скорее всего FNF Neo. Твой канал превратится в канал по Бзому? Нет, я не буду только... Я, то есть, буду снимать BFDI, но на постоянке нет, потому что идей просто не хватит. Почему на аватарке привет?
Это была мучительная история, если честно. Я очень долго думал, что поставить на свой аватар. И первоначально это должен был быть тир-лист с кнопкой подписаться, лайк и дизлайк. Но я решил отказаться от этой идеи, потому что не хотел вешать на себя клеймо человека, который будет все оценивать. Нет. И поэтому придумал вот такой вот аватар. И, честно сказать, он мне очень нравится. Ты как-то связан с Даркнетом? Ты им управляешь? А ты случаем не из ФБР? Ты смотришь другие Object-шоу, кроме Бзома? Или вообще никакие? Да, я смотрю и много Object-шоу. Тот же, например, Inanimate Insanity. Что ты кушаешь позавтракать? В основном печенье. Ты собираешься разбирать мульты или игры, помимо ФНФ? На уме что-то есть, если честно, но я не буду подавать ложных надежд. Ты снимешь ролик по теме, почему зеленый любимчик комьюнити? Нет, не буду снимать. Что выберешь? Пельмени, вареники, хинкали или манты? О, пельмени, наверное. Их можно пожарить. И да, я знаю то, что остальные варианты тоже можно пожарить, но они не так уж и правильно смотрятся, в отличие от того, что я выбрал. Ты бы предпочел сражаться с сотней зомби размером с курицу или с 10 цыплятами размером с зомби? Господи. Блин. Ну, если это цыплята... Я без понятия, как на этот вопрос ответить. Пускай будет с цыплятами, наверное. Когда видео про Friday Night Funkin' vs Steve префинал? Я не очень-то и понял вопрос. Если ты имеешь в виду прям про новую версию versus Стива, то, может быть, когда-нибудь и сделаю обзор, потому что мод-то неплохой. А если префинал, то, ну блин, она старая версия, я не собираюсь ее делать обзор отдельный. Почему ты квадратный? Мне так больше нравится. Планируешь делать топ по таким вселенным, как УЦЦ и т.д.? Я вопроса не очень понял, если честно. Если ты имеешь в виду по всем мультам гличей, то нет, я не собираюсь этого делать. Я вообще не хочу касаться гличей, поэтому нет, ничего такого не будет, не ждите. И последний вопрос. Как придумал название для канала? Что ж, я по сути этот никнейм еще очень-очень давно придумал. И знаете как, в общем, я просто перевернул свое имя. То есть, да, если перевернуть имя никнейм Лирик, то получится Кирилл. То есть, да, вы еще и узнали мое имя. На самом деле, я думал, что до этого не так уж и сложно было догадаться, поскольку английский у меня неплохой. Если смотреть на видео про BFDI 26, который никто не посмотрел. Но это я под конец скажу. Сейчас, да, это последний вопрос, и все. Что ж, а теперь давайте поговорим. Как вы уже поняли, отвечал я на вопросы без сценария, так же, как сейчас я с вами говорю. И зачем? Да потому что мне лень, и я работаю над Дастином. Итак, а теперь давайте подведем итоги 2025 года. Хоть я свой канал и создал где-то в октябре, но все-таки я что-то да и успел натворить. Что сказать, мне понравилось, в целом мне понравилось. Я был очень приятно удивлен от того, что мое первое видео за неделю столько набрало просмотров. Меня, если что, никто не верил. Мне говорили то, что YouTube слишком, скажем так, зажимает с рекомендациями. Но у меня получилось. У меня получилось 2 раза попасть в реки. Но были, конечно, и разочарования. Я клоню все к BFDI 26. Да, я уже говорил, BFDI 26 это главная причина, почему я создал этот канал. Я хотел, чтобы про него все узнали. Ну, не все, но хотя бы много людей узнали про этот мод. А в итоге всего-то каких-то 500 человек его посмотрели. Знаете как, если честно, все эти 4 ролика были прогревочными, чтобы собрать как можно больше аудиторию, а затем уже выложить это видео про BFDI 26. Но, увы, никто его не посмотрел. Поэтому я разочарован слегка.
Да блин, даже это интервью с разработчиком мода никак мне не помогло, к сожалению. Ну, я потерпел фиаско, если честно. Ну, ладно, хотя бы 500 каких-то людей. Да, некоторые из них разработчики. Я, кстати, очень приятно удивился, когда узнал то, что Нактикола и Platinum Award посмотрели мое видео. Это очень приятно. Но все-таки... Все-таки, блин, это грустно, если честно. Ну ладно, я не отчаиваюсь. Ну, да, еще одна плохая новость. Я уже писал это в записях, но хочу сказать это на видео. Я отказываюсь от регулярности, как вы уже это поняли, и поэтому ролики будут выходить реже, чем обычно. Почему? Да потому что... Не потому что я решился делать на качество, а потому что мне лень стало. Мне реально просто лень. Я выгорел за такое короткое количество времени. Да, вы скажете то, что я ленивый, и я это отрицать не буду. Я ленивый. Поэтому... Да, печально. Это печально, конечно, но все-таки я буду стараться делать... Все-таки я буду стараться делать качественнее, если честно. Ну ладно, напоследок я могу сказать огромное спасибо всем вам за вашу поддержку, за то, что вы ставили лайки, смотрели мои видео. Это очень приятно было. Спасибо Янитуту за то, что ты меня подтолкнул делать более качественнее и интереснее видео. Я до сих пор тебе очень сильно благодарен. Ну и, конечно же, огромная благодарность Флэшкасту. Я, конечно, не уверен, что ты смотришь это видео, но все-таки большое тебе спасибо. Ну а так, я надеюсь, что это видео успею доделать до 2026 года. И что сказать, с Новым годом!